ездим все в Лондон. В общем, 83-й год же такая еще атмосфера же там, дико напряженная. То есть, как бы, после еще сбитого Боинга вообще там, ну, в целом вообще нарастает напряжение. Там такая предконфликтная ситуация. Ну, конечно, не 62-й год, но, в общем... Напряженно. Очень напряженно. Естественно, там в посольстве куча народу, который, значит, там бегает, значит, и рассказывает там, про происки ЦРУ, про то, что там, значит, вы должны беречься, там все просвечивает. В общем, пытаются заставить, как анализировать, чтобы там ставить, значит, доску, а сверху стол закрывать. Не увидели, да? В общем, какой-то первые несколько дней такой бред, потом, в общем, мы понимаем, что надо просто это прекратить, все это выкинуть надо. Ну, матч с Корчноем сложился непросто. Но, с другой стороны, это хорошо, потому что характер закаляется. Я еду на матч, я считаю, хорошо подготовленным очень. Там прекрасная форма, все. И первая партия, там полный шок. Значит, я, значит, играю новоиндийскую свою, значит, с А2-3. Значит, и Корчной играет G6. Вот, значит, вот в этой позиции, как бы, значит, играет G7, G6. Самое главное, что Корчной так уже чуть ли не в блицсталем играл в Герцеговине. Но я почему-то партию пропустил, значит. Явно не готов к этому. И хотя там, как бы, и в один момент мог обострить игру, там была непонятная позиция, я, как бы, и потом в эндшпиле, скорее, мог спастись, но неуверенно играл. Корчной довел партию до победы. То есть первую партию белыми проиграть, там, матч из 12, конечно, партию, но белыми проиграть. Там, я вообще проигрывал там очень редко. Вторая партия, Тарош, он там подготовил там новую идею. Вот. Ну, я отбиваюсь. Третья партия, там мы пытались на новоиндийской новую идею применить. Ничего не получается. Теперь самое. Вот, значит, четвертая партия, непростой эндшпиль у меня. В общем, ну, я спасся. В общем, это тяжело, причем чувствую, очень тяжело просто. Вот, ни игра не идет получается. матч, да? Нет, тяжело просто. Но все-таки соперник немножко другого уровня. Все-таки не Бeliavsky. А как бы с таким опытом уже. А он играет тоже, видно, он настроился, ему тоже самому интересно. То есть, вот как бы вот он показывает тоже, на что способен. Мы по четвертой партии тайм-аут берем. Значит, и в пятой я решил каталон сыграть сам. Как бы вот это, значит, то, что мы готовились. Тимощенко получает некоторый перевес, но, в общем, ничего не вышло. В общем, ничья, значит, там какая-то... Из комментарий газеты был, что тайм-аут Каспарову не помог. Значит, да. 5 партий, 3 белыми уже сыграл, -1. Плохо. В 6-й Тарош, и, кажется, какой-то редкий план применяет. И, в общем, позиция, кислая позиция. Он там начинает, Виктор Львович, как бы нагнетать. И я, в общем, сижу, я помню просто со своего состояния, такое ощущение, что похоронный звон уже просто. Значит, как-то. Если сейчас проиграю партию, то есть -2. Все, значит, как... Ну, пытаюсь бороться, в конце концов. Ну, не сдаваться же, надо бороться, надо пытаться что-то делать. В общем, и что-то происходит, он вот как-то теряет нить. Вот инициатива сильная у белых. То есть, ну, инициатива как эндшпиль, у них явный плюс. И Корчной соблазняется там, значит, вот, как всегда, часто с ним бывало, там, вместо того, чтобы там развивать инициативу, пешку выигрывает, дает мне мощную контр-игру, значит, я там даже потом уже перехватываю инициативу, но перед доигрыванием, в общем, там зачем-то качество пожертвовал, и партия отложена. У меня лучше, но ничья. Мы анализируем, в общем, и так, скорее всего, ничья будет. Но Корчной решил при доигрывании там поэнергичнее сыграть. То есть вот он когда... Ну, вряд ли, я не знаю, хотел выиграть, но просто, может быть, чтобы меня проверить. И создал себе дополнительные проблемы. И все на грани. Вот выигрыш, ничья, значит, и в последний момент он выпускает ничью. Вот, и там в итоге ферзь против ладьи получился эндшпиль. Ну, вот я все-таки эндшпиль я выиграл. Счет сравнивается. А на следующий день, как бы, я вот... развиваю успех. То есть уже психологически ситуация там поменялась. То есть снова, значит, мы играем каталон. С4 и 6, я G3. Это уже получается... D5. Седьмая партия, D5. Вот.
Причем интересно, что там очень много эндшпилей. Мы играем эндшпиля. Корчной как бы... Вот первые 8 партий, он, в общем, он жестко меня выводил как бы вот такие в технические позиции. Разумно. Да, разумно, да. Разумно. И я был очень доволен, что я устоял и даже, в общем-то, сумел даже выйти вперед. Значит, слон G2, значит, он пошел здесь. ДЦ? ДЦ, да, конь F3, слон D7. Кстати, там много идей было. Кстати, новая идея была. То есть, как бы Корчной применял разные новые планы. Слон D7. Я тут, в общем, не готов был к тому, чтобы играть конь E5, как бы, самое принципиальное решение. Слон C6, бить и рокировку делать, как бы, это правильное самое решение такое. Ну, я решил упроститься. Ну, тем более, что выиграл, сравнял счет пока. C5, ферзь бьет C4, да? 2-0? Нет, C5 2-0, да? 2-0. Слон C6. Слон C6. Да. Теперь ферзь C4. Ферзь бьет C4. Я пошел конь BD7, я пошел слон G5. В общем, ничего белых быть не может уже, понятно, что черных просто прекрасная позиция. Он пошел здесь ладья C8, да? Ладья C8, DC, да? Я сейчас Ладья C8, слон F6. Слон F6, да. Здесь можно уже F побить, кстати. Вполне можно было пойти на игру так сыграть. Вот. Но он пошел конь F6 тут. Конечно, решил тут, Виктор Львович решил, как бы он тоже решил упростить конь F6, DC. Слон взял F3, слон взял F3, слон взял C5. Да. Ферзь B5 шах, ферзь D7, конь C3. Он взял на B5 здесь, конь B5 и король E7 пошел. Вот. В общем, позиция равная, то есть, как бы, там можно ладья C1 пойти, черный пойдет конь D5, и, в общем, скорее всего, будет там достаточно быстрая ничья. Я здесь сделал ход, который не дает белым реально там никакого перевеса, но зато просто неожиданно резко поменял ситуацию. Очень понравился Петросяну ход. Даже он написал что-то, какой-то цветасто что-то, рассказывая про мою победу в советской прессе, он что-то написал цветасто, что вот как это казалось бы, там безжизненной пустыни, там, значит, глоток, да, родник какой-то, что-то очень такое, очень цветастое что-то написал Тимур Вардач, ему очень понравилось. Б4 я сыграл здесь. И вот тоже бывает, вот как бы ход, он по большому счету не меняет оценки позиции. Но в этот момент Корчной видно, что вот его вводит из состояния равновесия просто. Значит, опять что-то начинается, и дискомфорт, и очень быстро все как бы идет наперекосяк. Значит, он бьет на b4, в принципе, это, по-моему, нормально еще слово. Да. b4, конь взял a7, ну и здесь надо было пойти ладья a8. Вот, я находил бы ладья b1, там право, там, в общем, ничья была бы. Вот как бы ладья a8 по правильный ход, да, здесь? Да. А он ладья, да. Он ходит ладья c7. Да. Ладья c7, я хожу... Ладья fc1. Да, вот. Он ходит ладья... И здесь и пропустил ход ладья fc1. Вот ладья fc1 ход, и выясняется, что черный теряет пешку. Потому что после размена грозит ладья c7 шах, пешка b7 висит, как бы тут черный не успевает раскрутиться. Вот. Защитить они ладью пока, ладья c8 не могут, конь на a7 важную роль выполняет. Он ходит ладья d7 Корчной, взял ладья b1. И неожиданно, да, просто все вот ладья c1 и горе, да. Значит, слон d2 пошел, по-моему, Корчной. Ладья b1, слон d2, ладья c2. Ладья c2. Ладья d8. Укрепляться. Слон взял b7. Да. Король f8 надо ходить. Ладья конь c6. Ладья e8. Вот. Нет, после конь c6 ладья c7. Нет, естественно, значит, ладья c7. Да. Я здесь хожу... Ладья b2. Ладья bb2 пока. Ладья bb2. Ну, я тут говорю очень четко. Ладья bb2. Ладья d6. Ладья d6. a4, да, помню, здесь? a4, a4, да. Тут. Еще тут. Да. Пошли дальше. Вот. a4. Слон e1. Слон e1. Ну, какие-то ходы надо делать уже черным здесь. Да. И ладья b1. Ладья b1. Обратно. Ну и, в общем, довели до победы. До победы. В 8-м туре, когда мы играем позицию с переменой цвета, снова каталон, то есть он пытается выиграть у меня, чуть лучше эндшпиль, ничего не выходит. То есть, в принципе, после 8 партий, как бы вот стратегия его на ограничение, она не приносит успеха. И в 9-й он уже, в общем, решает как бы сыграть
сыграть, ну, не ва-банк, но, в общем, на более острую такую игру, решительную. Но это, в общем, как бы... Этого мы не ждали. Это подача, да, тут как бы, да. То есть, причем там интересно, он решил там новую идею, как он считает, применить в Каталонии, значит, ДЦ, конь F3, значит, конь БД7 он сыграл, рокировка, и он пошел из ладья Б8 Корчной вот здесь. Вот. На самом деле, ну, просто я там нет партии, значит, да, значит, А4, Б6, ну, просто не знал, что я тоже как готовился к этому уже. Мы тренировались просто с Владимиром, мы играли, если конь в Д2, я уже придумал, поэтому, в общем... Ну, потом здесь сыграть Е5. Такая короткая, ожесточенная партия, но там как бы я уже играл в свою игру. То есть просто там прорвался по центру, там буквально там по 30 ходов не было. Просто смял. А в 10-ю даст бой. Последний бой Виктор Львович даст. Настоящий там будет ферзевый гамбит. Я уже сыграю классический ферзевый гамбит. Вот, значит, будет главный вариант. Вот это с маневренной игрой, как бы. Вот он будет пытаться меня переигрывать. Вот, но я, в общем, себя достаточно уверенно чувствовал уже. Ничья 6-4, значит, да, и последняя партия, ну, 2 партии остаются, мне надо сделать одну ничью. Ну, Корчной играет резко на выигрыш. Я считаю, что если играть резко на выигрыш, не надо ему мешать. Как бы, да. Вот. И тоже выиграл хорошую партию. 7-4. Причем такая уверенная победа такая. Смыслов выиграл 6,5, 4,5, что интересно. Никто не ожидал, особенно как бы, вот. Рибли, по-моему, точно не ожидал такого. Вот. Василий Васильевич выиграл, и, значит, впереди матч с Смысловым. Значит, я помню, значит, матч заканчивается, там Кампоманос объявляется. В смысле, когда матч с Корчнем заканчивался? Оба матча закончились. Кстати, спонсором матча там была компания Acorn. Такой никто не помнит, эта компания выпускала компьютер. И я тогда от них в качестве подарка получил компьютер, 83-й год. Примитивный компьютер и монитор еще. Такой, значит, монитор такой здоровенный был. И так как монитор в багаж нельзя было сдавать, в общем, его разрешили в самолет принести. Там, причем, летел советский посол, как бы, там самолет, как бы, один салон, как бы, он сел на первом ряду, значит, да. И я там рядом с ним поставил монитор, завернутый в что-то. Вот, так что стал обладателем компьютера. Я думаю, что в Баку никого еще тогда его не было. Вот. С какими-то играми там. Никто серьезно этим не занимался. Но на меня это произвело впечатление, кстати, потому что компьютеры появились тогда. Понятно, совсем простые еще, достаточно примитивные. Вот. Но, тем не менее, все-таки была такая новинка. То есть, для советского человека это значит, был следующий век уже. Интересно, что это был за компьютер? Acorn, такой 8-разрядный компьютер. Мне кажется, только начало эры компьютеров. Вот. Кампоманос приезжает, значит, как бы там Смыслов и я, значит, надо обсудить условия матча. И тут вот опять вот упускаю важную деталь, потому что в тот момент, потому что опять не обращаю на это внимания. Кампоманос говорит, да, значит, матч вам надо начинать играть в марте, что ли, или в феврале, там, я не помню. Я подождите, почему это самое? Нужно время подготовиться вообще надо. Он говорит, в сентябре у вас матч на первенство мира. Я говорю, почему в сентябре матч на первенство мира? Потому что в сентябре матч на первенство мира. И я говорю, мы же должны, осталось время, там, как бы, там, 3 месяца сейчас, там. Он говорит, нет, значит, вот играть вы будете, значит, там, как бы, вот, хотите начинать позже, пожалуйста, но будете играть в сентябре. Я говорю, подождите, а по правилам написано, что 6 месяцев между окончанием матча претендента финального и матчем на первенство должно пройти 6 месяцев. Он говорит, нет, это то, что написано. Здесь, как бы, сейчас я за все отвечаю. Поэтому, как бы, вот, или начнете играть матч с Смысловым раньше, или будете, им получите не 6 месяцев, а 5 месяцев на подготовку. Я говорю, а как так? Как? Ну, вот я здесь главный, я за это отвечаю. Поэтому играть будете в сентябре. Важный момент уже, как бы. Кампоманос фиксирует, как бы, то, что вот правила будут трактоваться им. Вот у него есть возможность решать, как говорится, кто и когда будет играть. Но нарушение всех традиций было, потому что 6 месяцев это был как бы... До сих пор эта традиция есть. Да. Да, вот. Почему-то в 1984 году эта традиция не сработала. Значит, да. Василий Васильевич было все равно, как бы Василий Васильевич сказал, как бы, сыграем, как бы, да, в общем... естественно, играть, по-моему, в Советском Союзе мы уже. 84 год. Ему, соответственно, 62, да? Ему исполняется 63. 63 По ходу матча ему исполняется 63, а мне 21. Такая трехкратная разница в возрасте получается.
Вот мы там довольно быстро соглашаемся на все эти условия, как бы я начинаю подготовку. Ну, я не знаю, мне кажется, ни у кого никаких иллюзий особенно не было. Значит, хотя там в советской прессе там делались прогнозы какие-то, там вот даже журнал «Огонек» там Спрашивал. да, ну, да, был опрос. Да? Да не шахматист, просто там опрос, какой счет, как партии закончатся. Ну, как такой, примитивной формы такого спортивного тотализатора без призов. Карпов тоже поучаствовал, а потом открыли там, хотя он и говорил о том, что матч сложный, там Каспаров такой, Смыслов такой, там, значит, там Каспаров, там, как бы, там, океан, Смыслов, кто-то писал это, там, Смыслов, земная твердь какая-то, в общем, ну, 8,5-4,5 написал Карпов, как бы. Итог матча, итог матча его был известен. Я думаю, они уже интенсивно готовились. Мы начинаем, значит, в Вильнюсе играть. Да. А перед Вильнюсом это такая самая загадочная история вообще в моей шахматной карьере. Мы получаем письмо как бы с прогнозом. Какой-то там экстрасенс со связью с космосом присылает нам просто письмо о том, что когда матч я выиграю, со счета 8,5-4,5. И более того, дает раскладку по партиям. Подстава какая. Просто раскладка по партиям дается. Мы берем. Приятно, конечно, прочитать, что ты выигрываешь. Плюс 4 матч. По партиям. Отложили письмо в сторону, как бы забыли. Начинается матч. Первая партия. У меня перевес как бы небольшой получился. Вот, но ничья. Вторая партия, Смыслов новинку применил, кстати. Вот интересно, в Тарыше Василий Васильевич там думал. Интересно, как вот они к Смыслову Корchnoi каждый, значит, придумал там свою идею там вот в этом Тарыше, значит, как бы так, значит, рокировка, значит, там слон G5, ну, это как бы такая табия была. Еще со времен Спасски Петросяна матча. Позиция так себе, конечно, здесь. Вот, значит, Карпов так со мной играл здесь, в принципе, ну, это самый хороший ход ладья c1, естественно. Бeliavsky играл ферзь d4, это не лучший ход. Вот, значит, Korchnoi сыграл здесь А2, А3. Ход там подождать вообще, значит, посмотреть, что будет дальше черный делать. Korchnoi или... Korchnoi пошел А3, Korchnoi, да, значит, А3, значит, да. Я, значит, нашел ход слон Е6 тут сделал. Уже потом, как бы, вот такой ход. Потому что тут идея, что белый ход под ферзь b3 и поле А2 для ферзя как-то сохраняют, насколько я помню, в общем, это главная ключевая идея была. Я пошел слон Е6, и слон пошел король H1 здесь. Все такие ходы. Король H1. Да, значит, на самом деле, эта идея, что после ферзь d7, значит, он сейчас, да, после ферзь d7 бьет на Е6 фе и ходит F4. Такой план. На d4, конь e4 очень сильно. Вот. А я белый уходит слоном сюда и начинают там меня терроризировать. В общем, да. И я спасся во второй партии, но вообще как бы это была такая проблема. Потом я перешел на ферзевый гамбит. Да. Нет, ну, в восьмой партии я уже придумал ход слон g4 здесь. На самом деле, как бы использовал короля здесь. В общем, как там какие-то... Не помню почему, но это важный нюанс был. Как бы, что король ушел сюда, но теперь слон g4 более эффективно оказалось, в общем-то. И... Вот. Ну, просто интересно, там А3, король H1 такие входы придумывали. Мудреные. Да, мудреные, да. В третьей партии, значит, у нас там Кембридж Спрингс, Василий Васильевич сыграл, значит, но я не был готов, но тем не менее там получил какую-то такую сложную позицию инициативную, выиграл третью партию. И в четвертой партии ферзевый гамбит, он как-то не очень уверенно добьет, разыграл там, вот, и я там перехватываю инициативу, тоже выигрываю. После чего... Смотрю на письмо, там написано: первая ничья, вторая ничья, третью выигрываю, четвертую выигрываю. Интересно. Какая точность, интересно просто, да, значит. Пятая партия, сыграл Василий Васильевич вариант ботвинника. Причем нам применил новую идею, кстати. Он там не конь bd7, а слон e7 пошел. Как бы. Вот это. Сложнейшая партия, значит, вот. Я думаю, вот уже близко, вот уже победа. И соскочил Василий Васильевич. Там как-то вот не хватило, да. Пятая партия ничья. И вот в этот момент меня такой суеверие. Ничего себе. Почему я пятую партию не выиграл? Ничья. Потому что написано. Потому что шестая там, допустим, простая ничья. Седьмая тоже, как бы, Кембридж Спрингс тоже ничья. Восьмой у меня перевес. И я в черном как раз играл этого Тарыша. Значит, я уже перехватил инициативу. Значит, как бы, как-то думаю. Бог с ним, как говорится, самый.
+2 веду. Все по плану. 9-я по плану выигрывает. 9-я написано, что выигрывает. Да? Значит, вот как раз вот 9-я партия. Значит, вот, я не знаю, я даже не знаю, что думать по этому поводу. Ну, тут, я не знаю, порядок ходов другой был, как бы, вот, конь c3, c6, слон g5, конь bd7, значит, e3, ферзь d5, но я уже из cd бью, значит, конь d5, Да. ферзь d2, слон b4, да? Да. Ладья c1, e5. Ну, тут a2, a3, естественно, уже пешку жертвую. Вот, но он уходит слон d6, да? Слон d6. Слон d6, de, да. Слон d6, de. Конь e5. Конь e5. Слон e5, b2, b4. b4. Ну, слон c3. Ферзь бьет c3. Конь c3, ba. Ну, в общем, после такой перепалки дебютной, в общем, возникает позиция белых два слона. Вот. Ну, позиция очень тяжелая у черных, потому что как бы здесь пешки потенциально слабые. Но если бы, конечно, все они соорганизовали, было бы нормально, но проблема, что это сделать не удастся. А белые постепенно начнут как бы сейчас отжимать. Ну и там все время еще угроза опять А6 будет с подрывом, поэтому придется рано или поздно А6 играть. Он пошел конь Е4 здесь, да, по-моему? Конь Е4, да, слон Е4. Да. Вот. Рокировка. F3. Конь Е6, Е4. Ну да, выставили. Выставили центр. Ну, главное, обрезали фигуры. По-моему, А6 пошел. Да? Ладья Е8, король F2. Король F2. И потом только А6. Да? Ну, А6, да. Ну, теперь как бы позиция уже зафиксирована. Дальше сам как бы слон Е2. Ну, в общем, слон Е2, слон Е6, да. Ладья Б1. Да, ладья Б1. Ладья Б1. Ладья Е7, да. Ладья HD1. HD1. Ладья Е8, да, будет. Ладья Е8. Вот. Ладья Б2. Ладья Б2, слон С8, да. Ладья Д2. Вот, ну, белые одну ладью надо будет поменять потом. Ладья Д7. Ладья Д7, как бы. Бум-бум. Бум-бум. Конем он Конем взял. Да. Слон Е3, да. Ж4. Ж4. Ну, значит, надо двигаться. Захватываем пространство здесь. Черные ничего сделать не могут. Вот. F6, да? Конь C5. Или конь C5. Слон Е3. Слон Е3. Слон Е3, и тут он конь d7 обратно. Ну да, потому что, ну, на b6, конь b3, слон b6 просто. Да, здесь уже g5. Еще прижимаем здесь дополнительно. Ну, в общем, агония продолжалась еще некоторое время. Да, ну партия. Да, ну, белые просто зажали полностью. 9-й выигрываю. 10-й снова Тараш, как бы, вот. На этот раз не очень удачно разыграл. У меня просто явный перевес, он стоит в ноте. И тут я понимаю, что предсказание действует. И я предлагаю ничью, причем он страшно удивился. Он даже, посмотри, ничего не зевнул, потому что... А я же вижу, что ничья, на самом деле, написано ничья. Значит, вот, и я не могу от этого отделаться просто. Значит. Ну, на самом деле жутко. Нет, 10-я ничья, значит, да, причем и написано, что 11-я будет ничья, и 12-я будет ничья. 12-я я выиграю. Но я думаю, ну нет, все-таки надо избавиться от проклятия. И 11-я партия, Василий Васильевич играет защиту Чегорина, там, значит, и я в нападе вообще, там просто уже там пожертвовал чуть от пешку, где-то там сильнейшая атака, все, сейчас будет мат уже. Ну, я думаю, ну все, наконец. И что-то вот выпускаю, вот что-то не то делаю, он находит единственную защиту, и ничья. Ужас. Нет, ну это ужасно, на самом деле. Вот. Ну, конечно, хорошо напишу, 12-ю выиграю, но, во-первых, черными играть. Непонятно вообще. Главное, что вот такое ощущение, как проклятие какое-то. Вот пытаешься избавиться, то не получается. Ну, 12-ю партию я выиграл, естественно. Вот, причем хорошая партия такая, вот как бы вот. А в 13-й, ну, уже у меня там... Матч сколько из скольки? 16 партий уже, плюс 4, да, как бы. Вот. Ну, в общем, Василий Васильевич сообщил, что он не готов играть, как бы. Значит, я-то вообще считал, что надо играть в последней партии, как бы, ну, выигрывать. Но тут написано, что будет ничья в 13-й партии. Поэтому как бы я... А Василий Васильевич в смысле передал, что давайте. Да. Ну, поэтому не играли 13-ю партию, как бы, да. Вот. Так что выигрываю партию. И выход на матч. В принципе, как раз 21 год исполняется. У нас там фотографии, мы там тренеры все в Вильнюсе. Все там полны. Радостно же, да, ну, конечно, все-таки, впереди матч.
То есть с первого раза удалось пройти, в общем, причем, уверенно причем пройти так достаточно триумфально. То есть, как бы, конечно, была борьба везде, но все равно 6-3 с Белявским, 7-4 с Корчным, 8,5 со Смысловым. То есть, как бы, все-таки явный игровой перевес. Но в какой-то мере, наверное, это сослужило не очень хорошую службу, потому что я не понимаю еще, как бы, что вообще-то матч чемпиона мира немножко другая история. То есть, все это, конечно, хорошо. Ну, там, просто этого не знали, да, наверное. да, значит, что вообще-то чемпион мира, он не просто так чемпион мира. То есть, там это совсем по-другому будет. То есть, того уровня, которого хватало с запасом выигрывать Бeliavsky, Смыслова и даже у Корчнова, с Карповым будет совсем недостаточно. Вот, потому что он тоже мобилизуется. Можно понимать, что это уже не Корчной. То есть появляется новый соперник, и он тоже как бы начнет показывать, на что он способен. Так, подготовка к первому матчу на первенство мира. Задумались мы о расширении команды, потому что все-таки матч на первенство мира. Поехали к Тигру Вартановичу. Но он уже был смертельно болен. Мне даже непонятно, знал он, как бы, ну, наверное, понимал все, конечно, потому что видно было, что худеет быстро. Вот этот рак поджелудочной железы. Я помню, такой момент был. Какое было мероприятие в «Спартаке» было. И там был Таль. Вот я почему на был Таль, я не помню, ну и Петросян. И Таль в какой-то момент сказал фразу, типа там, его ели живые современники. Имел в виду себе Таль себя, как бы, был уже в состоянии разобранном, но прозвучало это очень двусмысленно, и Петросян даже передернуло его. Но он как-то не хотел с этим мириться, он даже планировал играть в матче сборной СССР, сборная мира. Матч у нас в июне, который в Лондоне должен состояться. Вот он до последнего хотел доехать, но, в общем, было невозможно это. Когда были у него на даче, вот он и Рона Яковлевна, они порекомендовали пригласить Йосю Дорфмана в команду дополнительно. То есть уже были, значит, Никитин, Владимир, Тимощенко, Самосвой, Шакаров. Вот, и как бы, для укрепления Дорфмана. Ну, такая вот началась новая история, как бы, может быть, не самая лучшая идея была. Плюс я еще в тот момент начал как бы работать с Адарьяном. С ним какие-то отношения после бани Луки 79 года такие дружеские завязались. Вот, я ему какие-то там советы давал, когда он Масюдером играл. Там, вот, и он тоже выразил желание как-то помочь. И его, кстати, мы пригласим на сбор, вот, последние сборы. Вот, смотреть будем Шевенинген с ним. Вот, он меня будет уговаривать играть Каракан с конь d7. И там спорили Шакаров. Шакаров все после Каракан слон f5, а он Каракан с конь d7. Это так, потом Карпов, кстати, начал тоже Каракан играть с конь d7. Вот, ну, Адриан тогда уже какие-то там идеи там свои новые были у него. И плюс он, значит, начал меня уговаривать смотреть Грюнфельда. Вот. Но тогда я еще не был готов к этому. Но потом по ходу первого матча с Карповым начну перестраиваться. Приезжаем мы в Москву, это было в начале сентября. Значит, 10-го было. 10-го была или первая партия, или открытие было. 9-го, видимо, открытие. 10-го первая партия. На открытии забавный инцидент происходит. Значит, судья главный матча Глигорич. Вот, значит, и у него заместителем этот Кинцель из Германии был. Кто там еще был, я не помню, заместителем. Глигорич проводит жеребьевку. Жеребьевку проводили, ну, там, нам дали колонный зал играть, естественно, в общем, все. А жеребьевку проводит Глигорич с матрешками. Значит, сначала, значит, 2 матрешки, значит, надо открыть, значит, ты вынимаешь номер, ну, как не номер, кто тянет, а потом, соответственно, цвет вынимаешь. Вот. Нюанс в том, потом, когда просто зафиксировал, там фотография даже есть, матрешки были разные. Ну, нет, они были очень похожи, но все-таки немножко разные. Все-таки чуть-чуть разные. Вот, значит. Ну, и Карпов, естественно, первую партию белыми играл. Ну, опять совпадение такое, но матрешки все-таки были чуть-чуть разные. Первая партия на сцене колонного зала. Как вообще ощущения были? А опять, это все равно как-то ты как входишь в легенду как-то. Вот, тут играл Ботвинник, там играл, там, значит, Петросян, значит, как вот это вот. Ты как бы сам входишь в легенду. 10 сентября в Москве в колонном зале Дома Союзов состоится первая партия матча на звание чемпиона мира по шахматам. Наш корреспондент ведет репортаж. Знакомьтесь, чемпион мира
Анатолий Карпов, 33 года, из которых уже 10 лет уверенно сохраняет свой высокий титул и соответствующий титулу шахматный авторитет. Претендент на шахматную корону, бакинский гроссмейстер Гарри Каспаров, 21 год, один из сильнейших шахматистов мира. Я даже не помню своих точных ощущений перед матчем ночью. Но мне казалось, что почему он не должен выиграть у Карпова, в конце концов. Выигрывал все остальные матчи. Матч, тем более, что безлимитный, 6 до 6 побед. Как я вообще могу 6 партий проиграть? Я там проигрываешь там раз в год. Да, раз в год. Как 6 партий проигрываю. Как Карпов у меня выиграет 6 партий. Вот. Как я у него выиграю, я тоже не ясно представлял себе. Кроме того, матч длинный, там, значит, посмотрим, что будет, сил у меня больше, энергии больше, значит, надо ввязаться в бой, а там посмотрим. Внимание, первый ход. Это мама Гарри Каспарова. Почему волнуется она, ясно. Но остальные? Что заставляет людей после работы 5 часов отсидеть в тихом зале, упоенно следя за самой, пожалуй, незрелищной игрой? Первая партия Шевинген был, значит, я дал ему атаку Келеса сыграть. Забавно сейчас, когда смотришь на партию современную, понимаешь, что, в общем, наши оценки там 40-летней, 30-40-летней давности, они, конечно, сильно отличались от компьютерных. В том плане, что тогда я и матчи с Карповым, потом я играл за черных хороший Шевинген, допускал атаку Келеса. Сейчас белые играют без темпа играют. Там в Найдерфе играют аж 2, аж 3, потом уже 4, и все равно выясняется, что черных не очень хорошо. Но тогда смотрели на все это по-другому. Более того, результаты были неплохие еще практически. Значит, я там сыграл по Адарьяну, значит, там были новые идеи, но, правда, Карпов обошел все подводные камни, получил инициативу какую-то, но я, в общем, довольно легко отбился. Первая партия ничья. Во второй новоиндийская, значит, я гамбит с d4, d5 играю. Там мы много смотрели, в общем, и получаю я крайне перспективную позицию. И причем Карпов очень много времени отдает, потому что он принял новинку, но мы про нее знали. То есть он добьется, значит, я быстро отреагировал. Кстати, его это сбило с толку, потому что он сделал новый ход, а я почти молниеносно ответил, потому что мы это уже смотрели. Сверхперспективная позиция, значит, и так можно пойти, и так можно отыграть материал. И здесь важный момент. Белых не было выигрыша, но можно было получить перевес, отыграв пешку. Я здесь тут эта ошибка. Я думаю, нет, зачем пешку? Там сейчас надо развить инициативу здесь, да. И я, значит, вместо того, чтобы отыгрывать пешку, продолжаю играть без пешки и явно переоцениваю позицию. И, по-моему, выясняется, что на самом деле белые остались без пешки, черных остался укрепленный центр, и позиция не очень. Другое дело, что в цейтноте там Карпов тоже напутал, мы откладываем партию. И находим четкую ничью. К счастью, в общем, находит четкая ничья. Я уже давно смутно помню конфигурацию, но помню, что там четко отработали, ничья. Значит, 1-1, нормально все. И третья партия. Значит, третья партия, значит, просто интересно, что тут я решил сыграть, значит, не Шевинген классический, а значит, через конь c6 пойти. Знаешь, Карпов часто конь b5 играет, d6, эта позиция. И здесь была идея, которую мы анализировали с Никитиным в 1981 году, еще перед первым поединком с Карповым. Тогда, значит, в этой позиции. Я-то играл часто весь конь e5, просто, чтобы, я играл так уже и с Гуфельным в Баку, и с Сашковским играл, то есть, чтобы на ферзь b3 иметь отступление назад. То есть, потому что после слон b7, ферзь b3, этим конем сюда ходить не очень хочется, нормальный ход, в принципе, ничего страшного нет.
Вот. А так хочется играть просто ежа. Но, с другой стороны, там есть свои проблемы все-таки. А здесь я пошел слон b7, ферзь b3, конь a5. Вот наша идея была. Значит, я почему-то уверен был, что после ферзь b6 ничего у белых нет. Значит, а после ферзь c2, там ладья c8, там прорыв по центру. То есть все получилось, все складывалось. Я пошел конь a5. Значит, как бы довольно быстро разыгрываем. Пошел конь a5. Карпов практически не думал, ходит ферзь b6. Ну, я побил на e4, в принципе, значит, он бьет на e4, слон e4, ферзь d8, надо бы бить слоном на d8. Вот, и здесь, я помню, мы когда с Никитой обсуждали позицию, это как бы, значит, говорят, что ладья в d1, как бы белый ходит, если, вот, как бы здесь, то черный, да, ну, то есть, тут черный мог по-разному сыграть, просто нюанс в том, что у белых, ну, как бы, надо как коня нормально водить в игру. То есть вот ладья в d1, хоть нам почему-то нам казалось, ничего страшного здесь нету. Я не помню, то ли нет, или нет, я не уверен, что слон f6 мы ходили здесь. Нет, там партии нет. Ну, может быть, я не... Или слон e7. Но, в общем, почему-то мне показалось, что эта позиция как говорится, терпимая позиция. Вот. Может быть, и не совсем правильно, как бы. Вот. Может быть, начать со слона f6, слон d4, теперь слон e7 уйти. Вот, как бы вот так. Там конь вернется на c6. Вот. Карпов быстро достаточно пошел ладья d1. Оказывается, они тоже так смотрели. И здесь интересно, я вот смотрю на позицию и понимаю, что что-то что за ужас вообще. Сейчас конь начнет переходить, в принципе. А что я просто получил с раздачи такую плохую позицию? Что за такой кошмар? Другое дело, что я сейчас, ну, когда начинаешь думать, ну, можно было все-таки опять играть, там, ну, слон Е7, там, уходить, там, конь Е7. Ну, понятно, неприятная позиция. Ну, там, ясно, что, конечно, там, Карпов, да, мучил бы, там, пил кровь. Но, с другой стороны, ну, и не такое отбивали. Как, ну, хуже, да. Хуже, неприятно, да, противно. Ну, ничего, ну, что теперь делать? Ну, надо бороться. Может быть, я не знаю, может, конь Б7 уйти лучше здесь, потом, там, слонался. Когда конь перейдет сюда, слон пойдет сюда. Как, ну, как-то вот можно... В общем, не знаю, отбился бы или нет, но была бы борьба какая-то. Но я вот потерял голову, пошел d5. Вот, значит, f3, слон f5, значит, побил Карпов, ладья d5, слон e6, ладья d6. В итоге выяснилось, что я эту забрал, он забрал эту, и почему-то мне не удалось никакой игры создать. И, в общем, лишняя пешка, и спокойно он его выигрывает партию. Третья партия, значит, так как-то вот проиграть, и так вот бездарно, как-то вот, такой нехороший, под ложечкой там заныло, знаешь, вот нехорошее такое ощущение. Вот. И с дебютами как-то вот... И вот начинаешь понимать, что что-то вот... И этот, и первая партия не нравится. Швинген такой, который играли мы с атакой Кереса. И в третьей что-то здесь... И, вот. Ну, пока была четвертая партия белыми. Получу, кстати, я там... Мы начинаем играть эту длинную серию новоиндийских за оба цвета. Я получил, кстати, довольно перспективную позицию. Вот. По-моему, Карпов предлагал ничью, я отказался там. Да. Вот такая была насыщенная партия. Отложили, но я, в общем, не сумел развить инициативу. Не хватило сил. Как бы еще вот. Хотя давил уже. В пятой партии я решил впервые сыграть Найдеров. Перешли уже через Найдеров в нормальный швинген. И, кстати, получилось очень хорошо. Вот это как раз это станет главным оружием в итоге. Ты знаешь, вот, как вот идет процесс как бы формирования, то есть по ходу под ураганным огнем врага, значит, перестраиваешься. Вот, значит, и вот приняли решение как бы играть, значит, уже там Найдеров. Да, ну главное, что там еще смешно, значит, как бы Найдеров мы рассматривали как, ну, так, может быть, промежуточное, потому что там Йосиф Дорфман начал агитировать меня играть, такая была модная система в раузере черный. Раузер. Я ее сыграю, кстати, в конце матча. Вот она. Со слон Е7, там, и там Е6, Е5. Это, по-моему, в 37-й, что ли, партии. Вот, как бы, вот ближе уже там, значит, в 35-й, в 37-й, по-моему, я вот сыграю вот этот вариант. То есть мы еще не знаем, что Найдер станет главным оружием. А вот шестая партия, вот на самом деле, это партия, которая для меня до сегодняшнего дня остается загадкой. Потому что я, честно, не могу представить, как я мог так плохо играть. Вообще, вот начало матча, я вот смотрю на партии, которые там были сыграны. Не знаю, хочется начинаешь верить в парапсихологию. Там же вот какое-то большое количество парапсихологов там ходило там, значит, вокруг матча. Там, значит, вот, надо как-то объяснять. Вот, необъяснимо. И поэтому начинаешь думать просто про
какое-то внешнее воздействие, потому что я никогда не верил. Но сейчас, глядя на то, что я делал в этих партиях, то, скажем, вот в 6-й партии, я не знаю, наверное, надо искать просто логическое объяснение, что значимость матча, она, в общем, конечно, оказалась для меня непосильной. То есть я не сумел как бы нормально сосредоточиться. Хотя то, что было в 6-й партии, вот эта позиция, вот то, что мы играли, я сегодня все равно нормально объяснить не могу. Конь b6, кажется так, да. Вот. Это теория, к которой мы готовились. Тут, значит, вот это, если ход bc здесь есть. Потом, кстати, я бы по партию эту и с Карповым в первой партии в Ленинграде. У нас я черными сыграю эту позицию. Карпов, кстати, очень много будет играть белыми. Потом он интересно, что у него тоже формирование репертуара идет, какие-то вещи он начинает менять, да. И вот это новоиндийское станет вообще ключевым оружием. То есть то, против чего он играл в матче со мной, кстати, у меня не сильно получалось это, но он потом возьмет на вооружение. То есть эту позицию жертвы пешки. Мы, кстати, много смотрели тогда, я помню. С Владимиром ферзь А4 был, слон Б5, ферзь С2. Смотря конь Б6, и как-то какую-то такую позицию смотрели, как здесь загораживают белые. Я не уверен, что это самое лучшее было, но это как одна из идей, которые мы анализировали. В принципе, на самом деле, белым проще, наверное, ферзь С2 играть, потому что, на самом деле, пешка, с пешкой проблема здесь. Потому что она С5, Д5 всегда неприятно. Я, по-моему, на ферзь С2, ферзь С7 играл, пытался Е5 ходить. А Карпов пошел конь Б6. Он явно не готов был в этому варианту. И здесь потом сам Карпов в Андервилле выиграет очень легко, потому что после С5, конь А4, ферзь С2, Е5, конь Б3, черные могут сдаться. Просто позиция проиграна. Сразу. Просто в одну калитку. Наверное, лучше ход на С5 здесь Б4 пойти. Здесь слон Б2, конь С4. Но эта позиция тоже очень кислая. Ферзь С2, слон Б5, А4, Б, ладья А3. Очень кислая позиция. В общем... То есть все в одну калитку. Он сделал ход конь b6, и я что-то... Я даже не думаю, почему я что-то здесь забираю. Даже не понял, почему я там забираю, в принципе. Там было... Еще было ЦБ был. Безобразный ход вообще, да? Просто открыть линию сразу. ЦБ, помню. Ладья С1 пошел. Слон А3, ладья С2. Конь А4, слон М1, да. Ладья С2, ферзь взял С2, да. Ферзь А5. Вообще, выстраивать фигуру здесь вообще, я, естественно, смотрю, тут уже тут, а это там все. Да. Вот посмотри, что будет дать. D5, так. D5. Не, сейчас ферзь D1, ладья С8. Нет, ферзь D1, ладья С8, конь Б3. Ладья С8, конь Б3. Ферзь Б4. Ферзь Б4. D5. D5, да. Теперь посмотри, вот как я играл в шахматы вообще всегда, вещи, которые я делал просто рукой. Значит, он бьет на D5, да. ЕД, и ходит конь С3. Да. Как я вообще мог пойти ферзь D4 в этой позиции? Когда там как я мог не пойти ферзь D5 вообще? То есть это, посчитать варианты, это не самое сложное в этой жизни. Конь А2, по-моему, там ладья Е3, да, по-моему? Там, по-моему, просто... и все это, понимаешь, тут черные не устоят. Просто потому, что все тут, а король там. То есть это то, как говорится, что всегда было главной ударной силой. То есть я всегда, такие вещи я исполнял. Там взятие на D5, ладья E4 выигрывает, по-моему, точно. Да. То есть я когда смотрю эту позицию, я не понимаю вообще, как. Я даже не рассчитывал. Я пошел ферзь D4 здесь. Причем это сыграл довольно быстро. Не знаю. Не могу объяснить это. Потом я Шакаров рассказывал, что нам, как они говорили, Ботвинник там звонил, спрашивал, ферзь D4. Кстати, ферзь D5 мало кто рассматривал. Что интересно, все ферзь взял, конь D4. Карпов опять, он взял на А2. Значит, он понимает, что надо забирать пешку, потому что тут... И тут я делал молниеносно жуткий ход конь С6. Жуткий ход конь С6. Выигрывал конь F5 еще. Тоже ваш ход вообще фирменный. Ботвинник, я здесь задумался, и Ботвинник, как я сказал, Шакаров мне потом передает, что
Вот, когда говорит, конь f5, доска у ботвинника. Это вот. И главное, что это ход в стиле Каспарова. Ну, в стиле Гарика. То есть нападаем, двигаемся. Вот. Ну, так, опять, не варианты не столь очевидные, но тем не менее, как бы после конь f5 компьютер-анализ показывает, что, в общем, черные не спасаются. Делал какой-то жуткий ход конь c6, Карпов ход слон c5. Причем Карпу мало времени еще. Здесь еще, по-моему, еще ход конь e7. Конь e7 еще как бы у белых все нормально. Все нормально. Слон h3, ладья a8. Ну, слон h3, ладья a8. Здесь сделал жуткий ход слон d4. Вот. Ну, правда, я не знаю, что как бы тут уже... Вот как здесь правильно играть. Вот. Слон d4. Бьет на d4. Конь d4. Мне казалось, что я пешку проведу в ферзе здесь. Не знаю, почему. А он пошел... Король f8 просто ходит, Карпов. Король f8. d6, да? Да, и конь c3. Конь c3. Выясняется, что никакая пешка никуда не проходит. Почему она не проходит? Как ее останавливаем? d7, слон b7. Трудно объяснимая цепочка Не знаю. ходов. Дальше я что-то там... что это? Да, там тоже, кстати, будет момент, когда тут... Конь c6. Конь c6. d6, конь c3, конь c6. Да, Да. конь c6. Слон b7. Слон b7. Слон g2. Слон g2. Ладья e8. Ладья e8. Вот. Видимо, правильный ход. Да, в общем, единственный ход тоже недостаточно еще. Конь e5. Да, конь e5. f6. f6, да. Ну, может, важно, как все складывается. d7 было. Ладья d8. Конь b7, f Ладья e5. Нет, слон c6. Слон c6. Нет, да. Я пошел слон c6, и здесь Карпов сразу выигрывал как-то. Значит, он пошел король e7, слон b5, вот слон b5, конь b5, ладья e5. Король d7. Король d7, ладья b5, ладья a8. Король c6. Король c6. Вот. И здесь я делаю 41-й ход, да? Да. Но здесь просто подумай, как бы, да, значит, и я здесь сыграл ладья h5 здесь. Да. Вот. И это как раз оказывается, если я правильно помню, это оказывается, то ли ладья f5 надо было ходить. В общем, пешку нельзя было эту пешку сдвигать. По-моему, ладья f5 надо было ходить. По-моему, ладья f5. По-моему, здесь, в общем, белые имели бы шанс реально спастись. Ладья f5. По-моему, ладья f5 правильный ход. Вот эта позиция она уже проиграна. То есть я там сопротивлялся, правда, проигрываю. В общем, -2. Вот. И, конечно, состояние совершенно как бы никуда не годится. Может быть, надо было тайм-аут брать, я не знаю. В общем, я решил, 7-й сыграем. В 7-й, значит, я хотел как раз сыграть уже там этот Раузер, новый дебют. Тоже, кстати, показатель, что там как бы... Концепции не было такой четкой, пока, да. И он играет d4 Карпов. В 7-й партии он играет d4. Меняет руку как бы. Вот Тараш, он там подготовил там систему целую. Но мы хорошо были готовы к этому. И здесь происходит тоже необъяснимое. То есть я играю по нашему анализу и там трачу 1,5 часа. Никитин потом спрашивает, а что происходит? Почему надо тратить 1,5 часа? Потому что вроде стоит позиция, мы же все смотрели же это все. Там ведь есть вариант. Почему ты тратишь 1,5 часа? Я не знаю, почему. Я там не могу объяснить. То есть я там смотрю, там, думаю, может быть, так сыграть, а так сыграть. В общем, но в итоге все равно получаю нормальную компенсацию, отдаю пешку центральную, там, получаю полную компенсацию. Значит, Карпов, кстати, хорошо тоже играл. Качественная партия очень. Доходит дело, как бы, да, значит, там позиция упрощается. Вот. Причем там много обоюдных возможностей было. Поменять ферзей и ничейный эндшпиль. И я вот делаю ход там. Вместо того, чтобы поменять ферзей, я там уже ладья c2. Карпов, естественно, отказывается от размена. Может быть, я еще мог спастись, но я тут полностью отключаюсь, и, значит, все, партия 3-0. О спорте. Завершилась 7-я партия матча на звание чемпиона мира по шахматам. Счет 3-0. Впереди Анатолий Карпов. О погоде. Сегодня... Итак, племя шахматистов породило племя болельщиков. Скажите, пожалуйста, за кого вы болеете? Я за Карпова. Я тоже за Карпова. За Каспарова. Только за него. За кого? За Карпова. А почему? А потому что он выиграет. Конечно, за Карпова. За Карпова я тоже болею. За ним мы следим. Потому что мы его любим. Он очень давно чемпион мира, и нам он очень нравится. Он, по-моему, необыкновенно талантлив. За Каспарова. А почему? Это чисто внешне. Больше нравится.
Ну, конечно, за Карпов. Конечно, хотел, чтобы Карпов выиграл. Ну, наверное, так и будет. Кого я болею? А имя спрашивать не будете? Не буду. Не будете, за Каспарова. За Каспаровым. А почему? Вы знаете, его положение настолько безнадежно, он держится с таким удивительным мужеством и хладнокровием, что, по-моему, это заслуживает уважения. Спасибо. Пожалуйста. Всего доброго. Мы взяли тайм-аут. 8-й каталон сыграл. Ну, так, перебиться как бы. Ну, там Карпов, кстати, новинку применит. Он слон Е4, пойдет, слон Б7 идет. То есть, ну, он готов был, конечно, каталон. Я так проверил, в общем. 3-0. В общем, 9-я партия, снова Таруша играем. Ну, Карпов, на самом деле, уже применил новинку. И главное, что, опять, мы видели этот ход, как бы, идею, которую он применит, но мы, позицию неправильно оценили. И получается там просто вот тяжелейшая позиция. Черных изолятор, белые заблокировали, просто вообще карповская позиция. Но я начинаю очень успешно защищаться, кстати. Вот. И по существу, как отложенный, в общем, я нивелировал перевес почти. Тем какие-то шансы сохраняются. Ну, вот этот эндшпиль, Дворецкий много анализировал, действительно, этот эндшпиль. И мы, конечно, полностью оказались как бы не готовы вообще. GH, конь G2 – эта идея. Она, конечно, то, что Карпов пожертвовал, может, она полностью, конечно, выпала из поля зрения. Опять я после нее перестал нормально играть. Хотя дальше Карпов выпускает выигрыш, он заберет пешку на d5. Я просто чувствую, что это, скорее всего, ничья будет, но я уже ничего не соображаю просто. Значит, и прихожу домой, просто проигрываю партию, прихожу домой, как бы, ну, полнейший шок. 0-4. Как анализировали. В общем, ну, все. Проиграть 4 партии в первых 9. При том, что, когда говорят, вот Карпов играл все. Ну, посмотреть на качество партии. Карпов, на самом деле, весь первый матч играл примерно в одну силу. И никакой разницы, как он играл там 36-ю партию и 9-ю, нету. Это просто объективно смотреть на партии. Просто будет меняться качество моей игры. А, в общем, если вообще все матчи смотреть, то игра Карпова, конечно, гораздо более стабильная. То есть, на самом деле, как бы она, в общем, она была, ну, были отклонения, но тем не менее, как бы она Имеется качество хода, так, качество хода не зевает, спокойно, аккуратно. У меня да? были серьезнейшие, так, амплитуда она была гораздо выше. В первом матче это просто было совершенно очевидно. Поэтому нам Карпов устал, в конце играл плохо. А что играл в конце плохо? Вот он играл плохо. 48-ю партию вообще, я считаю, лучшая партия матча была. 47-ю партию он играл безобразно. Ну, так 6-ю партию по шибаде ферзь h5 то же самое написали бы. Просто через 5 ходов замотовал бы его и тоже написали бы. А вот он поставил фигуры тут по линии А все. Ну, он тут поставил фигуры по линии А, между прочим. Да, как бы подставился по полной программе. Вот. Но я это не использовал, и поэтому эта партия стала гениальной. Вот. То есть, в целом, я говорю, если посмотреть на вот весь первый матч, то как бы он действительно даже в конце играл как бы примерно так же. Ну, наверное, энергии было меньше, но все равно как бы таких грубейших зевков не было. С какого-то момента просто я начну играть принципиально по-другому, то есть намного лучше. Что произошло? Вот как происходило тогда после 0-4 вообще? После 0-4 нет, ну, то есть, конечно, там полный шок, потому что делать, как бы, как дальше жить вообще, что... Ну, потом Бах мне, кстати, расскажет, что он предупреждал Карпова, говорит, сейчас приготовься, говорит, Толя, с тобой сейчас будут делать ничьи подряд. Карпов отмахнулся рукой, как бы вот. Ну, для себя я решил, что надо как-то там просто продержаться хоть какое-то количество партий. Поэтому, в общем, с этого момента я начинаю там перестраиваться. Там очень интересно, там, когда утром в гостинице «России» жили на 17 этаже. На 16-17 2 этажа было, как мы там взяли как бы, для команды. А лаборист Пугачева явилась. Значит, такая, ну, у нас были очень хорошие отношения. Там, как в Вильнюсе она проводила гастроли как раз. Когда вы играли со Смысловым, да. Там же там дни рождения, там, значит, как бы апрельские, то есть подряд идут. Тогдашний ему Женя Болдин, у него тоже 13 апреля был день рождения. То есть, ну, как бы там общий такой праздник был. В общем, ну, и она там тоже является, в принципе, как раз тоже, знаешь, вот, ну, как совет со стороны, что вообще-то надо как бы там играть бесконечно долго, матч безлимитный, в общем. Главное не проигрывать, как бы, да. Вот. А Борис, соображал. Да? Все соображал. Ну, на самом деле, опять, жизненные советы как-то, да, значит, это. Там, естественно, потом там, КГБ там зафиксирует, там вообще, как говорится, визиты в гостиницу. А 10-й партии я решил сыграть на С3, как бы, там Карпов редкий план применяет. В общем, мне не нравится позиция, предлагаю ничью. Карпов соглашается. А вот дальше начинается интересные события. Значит. Дело в том, что я, как после 9-й партии, меня все ничего не устраивает, и Адарьян меня, наконец, уговаривает играть Грюнфельда. Я начинаю, как бы, значит,
Я прихожу, сажусь, жду сейчас. Грюнфельд и Карпов ходят конь f3. Как он чувствовал, да, вообще? Чувствовал. Потом-то, на самом деле. Чувствовать можно, все было хорошо, только, значит, еще можно знать. Дело в том, что потом мы уже выясняем, там, значит, близкие Карпу люди организуют тотализатор на первые ходы. Дорфман, вот, играет в этот тотализатор. И... это какой-то неофициальный был. Неофициальный, да. Да. Но тем не менее, как бы, да, и дает, значит, и ставит на то, что в 11-й партии черное слово выйдет на g7. Угу. Ну, как бы Карпов, может, не знает про Грюнфельд, но на всякий случай Грюнфельд стрендийский проверяет, что я сыграю. Просто. Ну, потому что после коня f3 Грюнфельд не получается. Ну, вот надо играть какой-то уже другой там. Вот, чистого Грюнфельда не будет. А если я буду играть стрендийскую, значит, я могу играть стрендийскую. Значит, проверка такая на схожесть, да? Вот. Ну и совершенно понятно, после того, как я начинаю задумывать, что, в общем, скорее всего, я планировал играть именно это. Скорее всего. Так что такая информация там уплыла потом, ну, там, Дорфман все там расскажет, вот, о том, что он там был тотализатор, в котором он там играл. Там. Когда потом? Это будет в 1987 году, когда... То есть он признается, да? Ну, когда, в принципе, человек, который его организовывал, приедет нам и это расскажет. Вот, так что, ну, там целая история, которая там в журнале «Огонек» была, потом и Литвинов по этому поводу писал, то есть, так, вот, что они тоже выясняли со своей стороны, откуда вся информация утекала. Значит, ну, вот тогда вот... То есть информация из вашего лагеря утекала уже во время первого матча? Да, ну, естественно. Но это была вот именно в такой форме, как бы, вот, значит, то есть они знали, на что Дорфман ставит, и, соответственно, определяли, что вы собираетесь играть. Да. Это, значит, это была первая стадия утечки была. Вот, значит, да. А потом, как сказать, по окончанию матча Дорфман сдаст вот этому человеку, Фельдману, как бы, ну, ту информацию как, на конец матча. Как бы, поэтому какие-то вещи на конец матча, в общем-то, будет список вопросов, которые они составят, он на них чистосердечно ответит. Как бы. И вы об этом узнаете потом? Это все будет в 1987 году уже, в принципе. Как бы, я все уже тогда... Какое-то время пройдет, когда наконец все начнет всплывать. Значит, ну, пока, значит, 11-я партия, конь f3 он пошел, значит... И я думаю, я сейчас сыграл двойной фианкетто. Ну, точнее, пошел, значит, конь f3, c4, b6 сыграл. Хуже стоял. Но, на самом деле я начинаю отбиваться и как бы и выясняется, что вообще Карпову не хватает пробивной силы. То есть, как бы, когда я начинаю отбиваться, встал в стойку, как бы, значит, вот он бьет, как бы я там отбиваюсь. Значит, 11-я партия, 12-я опять какая-то короткая ничья, в принципе, каталон. 13-я партия, там, Карпов что-то подготовил, там, новый двойной фианкетто, я там как-то раскрутился, отбился. 14-я партия, короткая ничья, снова, в принципе. То есть вы уже встали на 15-я партия, значит, там уже новоиндийская, там, причем мне казалось, даже я где-то там перехватываю, но не удалось. В общем, в итоге, после всех таких осложнений, цейтнотных, вот, возникает позиция у Карпова лишняя пешка 4-3. Причем очень интересно, там, значит, такой психологический момент. Конечно, он должен его ферзей сохранять. Сначала я пытался уклониться сначала, и Карпов удивительно, что он не понимает, что над ферзей надо ставить на доске. Вот. Он меняет ферзей, получается, знаешь, там слон и конь, разноцветный слон, против слона и коня. 4-3 на одном фланге. Ну, скорее всего, ближе к ничьей позиции. Но, тем не менее, 4-3, значит, все считали, что это вопрос как бы, техники, да. А у меня рассказывают, когда начинается доигрывание, появляется Крогиус. Посмотрел так, значит, повозит, помучает и выиграет пятую, и уходит. Ну, нет, возил и мучил правильно там, да, только партия кончится в ничью. И вот здесь я впервые начинаю понимать, что вообще-то, если долго сопротивляться, вот Карпов начинает прогибаться, потому что он явно, опять, он использует какую-то неуверенность, появляется дискомфорт. Долгая борьба такая, в общем, когда соперник не ошибается, у него проблема. У него были возможности, кстати, там развить, я не знаю, выигрыш или нет, но в какой-то момент он мог там попробовать там, изменить конфигурацию пешную. Но он реально даже не создал мне проблем никаких. То есть просто я довольно уверенно сделал ничью, и меня эта партия вдохновила. Как бы, в общем, сделал ничью. И в 16-й, вот уже в новоиндийской, я там, значит, там подставляется, значит, на наш анализ. У меня позиция, значит, как бы перспективная. И тут он еще делает ошибку. И, в общем, вот это вот, как бы, если вот сейчас можно вот поставить, потому что это такой один из переломных моментов в матче. Значит, мы снова играем, значит, как бы эту позицию. Слон, не сильно, слон G26 начать, слон C3 играют. Конь D2, рокировка там, конь E5, слон B7,
рокировка коня 6, Е4, С5, ЕДЦД. Ладья Е1, ЦД, слон Д4, конь С5. Да. Вот. Смотрите, конь С5. Вот. И здесь тут много, на самом деле, разных идей будет. Мы это смотрели. Как бы. Я хожу конь Ж4. Вот. Конь Ж4. Да. Потом Карпов. Да, конь Д4, ДЦ. Конь С4. Конь С4. Слон Ж2, король Ж2. Конь Ж4. Ферзь бьет Ж4. Слон F6, ладья D1. Здесь, по-моему, Карпов с Камским H5 потом сыграет правильный ход. И, в общем, там хуже позиция, но ничья. Это в 96-м году в матче. Вот. Значит, он бьет на D4, ладья D4, ферзь C7. Вот. И здесь конь D6. Вот. Конь D6. В общем, позиция тухлая, очень тухлая просто. Белые все захватили, как бы вот. Карпов. Но он после 15-й партии явно был немножко вот как бы или растерян, как бы дискомфорт был. Он ходит конь Е6 тут. Я тут смотрю на позицию, в общем, очевидно, ладья бьет Е6 бью. Да. На FIDE теперь взяли ладья С4, выиграли партию. Он ходит H5. Я начинаю здесь думать. И понимаю, что позиция выигранная. И не могу выигрыш найти. Я просто смотрю, я не понимаю. Я не вижу выигрыша. Ну, выигрыш-то простой. Там взял, там так, ферзь Е6. Король H7 правильный ход здесь. Здесь выигрыш будет ладья С4. Ферзь d8, ферзь e4 шах, король h8, ферзь d5. Ну все. Не бином Ньютона. Ну, конь f7 выразить, здесь висит все. То есть не бином Ньютона. То есть вы выиграете. И я сижу, я смотрю, я просто что-то ничего не понимаю, как так не получается. И так не получается, так не получается, так не получается. Ладья d5, G6, конь e4. Да. Конь e4 пытаюсь. Значит, он ходит здесь. Ладья d8. Ладья d8. Конь g5 шах. Король g7. Ферзь e4. Ну, тоже шах. Напал на все здесь. Ладья f8. Нет. Из последнего. Да, правильно. Ладья f8. Ладья f8. Ну, теперь... Ну, хорошо, дай конь e6 шах, так и ферзь d4 пойди здесь, по крайней мере. Ну, лишняя пешка. Другое дело, что, видимо, ферзь e5 спасает. Вот так спасает. Ну, хорошо. Прошу исполнить, знаешь, как бы. Интересно было посмотреть. Я, правда, вижу, что у меня может быть лишняя пешка. Вот. Но мне кажется, что это недостаточно. Если я хожу ферзь d4 здесь, понимаю, что теперь после король g8 просто у белых качества не хватает. Что просто после ладья d8, ладья bd8, ферзь f6, черных есть ход ладья d6, который я зевнул. У меня просто, позиция проигранная теперь. Там. Другое дело, что интересно, Карпов, я покажу ферзь f4 здесь, и там через пару ходов ничья. Да. Карпов не хочет играть позицию, что, в общем, и матч мог закончиться здесь просто. Карпов играл бы до конца, просто выиграл бы эту партию, и матч бы кончился. Но у меня тоже шок страшный, потому что, как же такое, не посчитать, опять вариант не могу посчитать. И после этой партии как раз, потом мне мама рассказывает, в общем, Никитин и Дорфман, в первую очередь Никитин, говорит, что, в общем, может быть, надо матч сдавать, потому что, говорит, видно, что он не в себе, как бы он не доиграл. Сейчас это будет дикая травма, в общем. Может быть, проще прекратить, потому что белое полотенце выкидывалось. И мама жестко говорит. А вам, естественно, об этом не говорили, да? Он говорит, нет, говорит, он должен доиграть. Это его судьба, как бы, в принципе. Значит, будет 6-0. Будет 6-0, значит, как бы, должен доигрывать матч. Должен бороться. Как бы, заодно будет опыта набираться, в общем. Такой вот, там в тренерском коллективе, естественно, там разлад в том плане, что, никто ни во что не верит. Как бы, вот. Доигрываем матч, как бы. Вы вообще помните свое состояние сейчас вот так? Состояние, оно было таким тоже. Оно так по синусоиде шло. То есть, как бы, понятно, что какие-то партии были шоковые. А потом удавалось снова восстановиться. Как бы. Вот, например, после 16-й как-то себя немножко пришел. Вот, и, значит, 17-я партия. Значит, что делать? Будем играть ферзевый гамбит. Мы с Тимощенко поговорили. И вдруг выясняется, как играет ферзевый гамбит, я классический. Причем мы боимся, Карпов такой знаток. Он же там все знает. Ферзевый гамбит ничья. Легкая причем. Считаю. В 18-й партии я чуть давил, ничья. 19-я партия Карпов подготовил, они новую идею подготовили, получил перевес, он не хватает. Важно, что пока я обороняюсь, он пробивной силой
Но он шел вперед, он хотел выиграть, да? Естественно, конечно, должен. Не, ну просто сейчас есть такое уже предупреждение, что вы начали делать короткие ничьи, а Карпов ждал, не знаю, что, подставки ладьи, что ли, или что. То есть почему он белыми играл, нет, что реально. Играл реально белыми, смешно. У них в 13-й партии они новинку применили, в двойном фианкете. То есть, он явно вылавливал меня в дебюте. Вот. В 19-й партии они применили на новинку ферзь d2, то есть без e4. То есть постоянно какие-то идеи изобретались. Опять, не революционные идеи, тем не менее, он все время пытался как-то двигаться вперед. То есть какие-то... Другое дело, что он вообще никогда не рисковал. Вот. Понятно, что он минимизирует риск, но тем не менее, он все время что-то пытался делать. Вот. Какие-то возможности там изыскивали. Опять небольшие, но ждал, где и как я прогнусь. Вот. Но это такая манера игровая вообще, в принципе. А что он вначале делал? Вначале он тоже подавали просто вначале, что 7-я, 9-я партия, боролся, но если бы я не подставлялся так грубо, то тоже бы не выиграл. 6-ю мог проиграть вполне. То есть, только 3-ю, где там конь опять сыграл неудачно, он там, естественно, в этой партии четко довел до победы все. А в остальных партиях, события опять принципиально ничем не отличались, за исключением того, что я стал играть более устойчиво и отбиваться в худших позициях. Вот 19-й отбился я, в 20-й партии у нас был тоже двойной фианкет, и там я применяю новинку, момент тоже очень показательный. Значит, Карпов решил проверить, что получается. Значит, мы играем такой двойной фианкет, повторяем эту король g2, значит, рокировка e4, ферзь c7, b3. То, что было в 13-й партии, значит, я побил на e4, здесь ферзь e5, ферзь f3, ферзь d4, значит, и здесь, значит, Карпов ходил со мной слон a3, значит, я конь c6, в итоге я ладья d1, я отбился, там, ферзь e5, ладья d7, удалось отбиться, в общем, там опять, у белых было все время немного лучше, но я уравнял. А здесь я придумал ход, Адарьян предложил ход ладья b1. Ботвинник предложил ход ладья b1. Вот. Когда мы сели смотреть, он спросил, а что если пойти ладья b1? Во время матча? Да, во время матча. А он приезжал в гости? Да, после 13-й партии Ботвинник предложил ход ладья b1, предложил здесь ход. Значит, ферзя хотят поймать белые. Вот. Значит, потом мы начали смотреть с Адарьяном, а Адарьян говорит, что здесь ход, значит, или d5 ход плохой, cd, значит, плохая позиция. Значит, ход ферзь e5 остается, слон e4, ферзь e6, надо конь в 6 шах давать, взял, ферзь a8, конь c6, ферзь b7, там g5, там, в общем, сложная позиция, в общем, черных нормально, но, качество надо давать. Я пошел ладья b1, Карпов, ход ферзь e5, я пошел слон f4, что-то я смотрю эту позицию, мне начинает страшно, думаю, так, и предложил ничью, значит, да. Карпов себе соглашается, там какой-то народ там подумал, что я уже выиграл партию, потому что качество самое, значит, начали там страшно радоваться, вот. Потом почему ничья? Потому что я не хотел играть, потому что я считаю, что позиция сложная, опасная. G5, выходит ладья E1, ферзь F5, надо уходить слоном куда-то. Ладья. ладья B8, ферзь C7, такой эншпиль мог возникнуть, в принципе. Белых приятнее, естественно, эншпиль. Такой бы эншпиль я играл. Вот. Потому что уходить ферзем там на A6, тут B6, B5 черные могут пойти. На самом деле немножко все парализовано. Вот. В общем, конечно, надо было играть в шахматы дальше. Объясняется пристальный интерес любителей шахмат к этому матчу. Итак, 16-я ничья. Счет 4-0 в пользу чемпиона мира. В 21-й партии мы там новинку нашли, нейтрализовали их очень хорошо. Карпов план, который они применяли, ферзь d2, там, в ферзевом гамбите. Причем в ферзевом гамбите нам нравилось. Мы там отбивали атаки. То есть в этот момент мне вообще понравился такой алгоритм. Они что-то готовят, мы отбиваемся, пусть Карпов выигрывает. В конце концов, хочешь выигрывать, выигрывай. Значит, 21-я, там 22-я тоже какая-то ничья. У меня, кстати, был опять перевес Каталонии, я там получил Карпову позицию, тоже я не готов выигрывать. 23-я, легкая ничья. Причем видно, что в какие-то моменты Карпов там терял энергию, потом как-то начинал энергичнее играть. 25-й он попытался выиграть, он, кстати, там имел ферзем давление, не получилось ничего. То есть я тогда отбиваюсь, ничья. 26-я,
Оно 24-й уже был, я не рискнул сыграть. Там играли вариант с C4. Опять были какие-то идеи, в общем, но я не рискнул. Там интересная жертва ферзя позиционная. Не пошел на нее. 26-й Карпов уже не допустил этой возможности. В общем, все так ничьи. 27-я партия. 27-я партия тоже как бы там разыгрываем, дебют. Там как бы он там, я не знаю, он играет. А он через конь F3 начинал всегда, кстати, да. Значит, разыгрываем дебют. Как бы. Карпов попробовал теперь пойти ферзь C2. Значит, ферзь C2. Значит, я стимулом играл. C5, DC. Теперь на ферзь A5 от 3-0 пошел. На самом деле. Ну, это ферзь A5, CD, ED 3-0. Вот так было. Ферзь A5, CD, ED 3-0 я играл. А здесь я пошел DC, просто слон C4, ферзь A5. Как бы это мы смотрели, это все рокировка. Побил на C3, побил конь D7. C6, BC, значит, как бы, Карпов там слон E2 пошел здесь. А слон E2, конь B6. Какой-то хоть владеет C1, что ли, сделал здесь. Какой-то такой. Вот, в общем, понятно, что ничья здесь, да. И мне потом руководитель нашей делегации, это Юрий Мамедов, он сказал, что как возникла, значит, там, уже это конец ноября был, вот, значит, Батуринский на него посмотрел рядом, говорит, ну что там, Юра, пошли заводить моторы, пошли, сейчас разойдутся, да. Дальше начинается какой-то, я как начинаю подставляться стабильно, ухудшать позицию. В общем, я чувствую, что я что-то не то делаю, ухудшаю позицию, не туда фигуры ставлю. Позиция простая, достаточно. Черные по-разному могут здесь там делать ничью. Подставляюсь, в общем, и отложенная партия, уже бесперспективная. Таль пришел, кстати, он был проездом. Посмотрел на позицию, да, говорит, конечно. Это, в общем, там, что-то я там поиграл еще, в общем, как бы партию здесь проигрываю. Вот. И на что Михаил Михайлович говорит, что, молодой человек, вам теперь осталось только громко хлопнуть двери. Вот. В 28-й партии я, значит... Да, сейчас это 5-0. Причем это 5-0. Карпов взял тайм-аут, причем уже так переварить ситуацию, как бы, новую. Вот. Этот подарок, понимаете, как удав, переварить там подарок этого. Значит, Карпов берет тайм-аут, значит, а я, значит, запланировал, значит, думаю, пора Е2, Е4 сыграть. Значит, там русская партия, какая-то идея была, в общем, там какая-то инициатива, но ничего не получается. 29-й, значит, я снова решил сменить дебют. Миран играю. Значит, там, значит, подготовили. Не готов Карпов был как к нему, значит, Мирану, значит, он... Мы там, на самом деле, по ходу матча мы там новые дебюты осваивали, знаешь, там, значит, постоянно шла какая-то работа, то есть матч, на самом деле, оказался важным, потому что я выстраивал будущий репертуар, там, это смотрели, то есть, на самом деле, причем более качественно, то есть, как бы, вот новый дебют, Миран появился. Значит, там Карпов быстренько там какое-то делает пассивное продолжение, ничья, значит, 30-я партия, очередная русская партия, быстрая ничья, 31-я, тут даже не надо было быть психологом, чтобы понять, что 31-я партия должна была стать последней. А почему именно 31-я? Карпов подготовился. Значит, надо выиграть одну партию. Надо уже заканчивать матч уже. Значит, во-первых, там Карпов постригся. Значит, как бы, да. Значит, во-вторых, сразу видишь, там уже камеры, значит, подготовка, значит, подготовка к торжественному завершению, значит, да. Вот. И он явно подготов, значит, они и в Миране у нас идея была, которая в 33-й примет партию, а в ферзевом гамбите, значит, Карпов начинает... значит, двигаться по плану, по этой, значит, 25-й партии, там они там усиление готовят. Я попытался уклониться, сохранить ферзей, и он находит сильные, в общем, маневры, в общем, позиция неприятная у черных. Я решил прорваться по центру, неудачно, в общем, кисло. Момент, когда, в общем, вот все вот уже вот близко. И я просто понимаю, что он начинает... он напрягся дико. Потому что для него же вообще это момент. Тень Фишера, который преследует. Понимаешь, вот он не сыграл матч на первенстве мира. Значит, всегда он чувствует эту ущербность. И у него здесь есть шанс выиграть 6-0 просто. Вот он станет великим, таким же, как Фишер просто. Даже, может, более великим. Потому что он выиграет. И он явно он впивается в позицию, и вот он боится расплескать. И там один момент, когда вот у него действительно перевес большой был. А потом, он, правда, и пешку выиграл, но я получаю контр-игру. И, значит, причем я успокоился, не знаю почему, я абсолютно успокоился. Вообще, я с мамой говорил, просто я
после того, как 5-0 стало, я говорю, знаешь, мам, я все-таки не представляю, я пока не вижу завершения матча. Вот, бывает так, представляешь, да, момент, я не вижу, как это кончится. Он говорит, я тоже не вижу. Ну, ты играй, как получится. Вот, я как-то туда успокоился, пиджак снял, то есть начал ходить по сцене, вообще как-то ощущение такое, что я вообще выигрывал. Потому что я понимаю, что он в жутком напряжении находится. Для него это вот момент, как бы вот он там, знаешь, решающий мгновение жизни. Просто ему надо сейчас выиграть. Не получается у него. И он теряет время уже, значит, дело идет как бы к цейтноту, у меня больше времени. Значит, у меня за пешку хорошая, как бы нормальная инициатива, компенсация вступает примерно равная. Вот, значит, я делаю предлагаю ничью. Он смотрит на позицию, смотрит на часы, смотрит на позицию, смотрит на часы, в общем. Понимает, что позиция не очевидна. Более того, у меня какие-то угрозы начинают создаваться уже, да? И соглашается. Праздник обломался. Праздник обломался. Но что интересно, на 32-ю он снова выходит, он хочет выиграть 32-ю партию. Тут, наверное, одевать не светлый костюм, а черный, потому что он черным играет. Но он снова собирается бороться в 32-й партии. То есть это не то, что он как бы потерял веру в 6-0. Нет, он на 32-ю выйдет бороться. И партия, в которой она будет сложная, он пойдет на вариант уже в индийской СА-3, комбит D5 он бьет. А другое дело, что как бы мы тоже что-то подготовили. Ферзь C2 там только начинал входить в ход в практику. Вот. Я там захватываю инициативу по дебюту. Значит, у меня явно уже перевес. Карпов боролся страшно в этой партии. Значит, когда говорят, он там расслабился. В 32-ю партию Карпов играл лучше, чем в 6-ю партию. Просто я играл немножко по-другому. Да. Но в какой-то момент я все-таки там выпускаю выигрыш. У него есть возможность нанести там контрудар в центре. Он это делает. И причем видно, что он хочет перехватить инициативу. То есть ему кажется, что но не получается до конца. Вот как бы, и у него был шанс сделать ничью, но он его упускает. И партия отложена. У меня лишняя пешка, ферзь в эндшпиле. Вот. Значит, у него 2 связаны здесь, у меня 3 связаны здесь. Суетин, гроссмейстер, комментировал на телевидении, но комментировать надо было очень аккуратно. В общем, и он там, значит, объяснял, что очень сложная позиция, значит, отложенная, потому что здесь связанный тут, здесь связанный тут. Ну, потом Карпов сдастся без доигрывания. Сложная позиция, да. Но самое интересное, что опять, я не понял, он сдался без доигрывания. А в общем, можно было играть 50 ходов спокойно. Потому что, да, скорее всего, получалось бы так, что я бы провел пешку, как бы, и он бы провел пешку. И, скорее всего, потом 2 на 1 осталось бы. Ну, позиция выигранная. Там просто, мы бы долго играли бы, долго тупо играли бы. Но, в общем, можно было сопротивляться. И он сдается без доигрывать. То есть, почему, интересно? Как? Не хочет пожимать руку, может быть. Я не знаю, почему. Может быть, срыв психологический. Но меня это вдохновляет. Любителям шахмат. Отложенная накануне 32-я партия матча завершилась без доигрывания победой Гарри Каспарова. Счет становится 5-1. Марканов написал, что 0, который всем так надоел, окончательно стерт. С подачи того же Арканова меня там, значит, называют долгоиграющий проигрыватель. Да, это оттуда вышло. Счет 5-1, как бы, понятно, что матч все равно проигранный. Но можно как бы уже уходить с высоко поднятой головой, как бы Таль сказал, хлопнуть дверью. Ну, тут, мне кажется, вообще я начинаю думать, хорошо, пусть Карпов выиграет 1 партию. Потому что пока я играю нормально, у него ничего не получается. И вот, значит, мы переходим как вот в финальную стадию матча, 16 партий. И вот за эти 16 партий у Карпова будет только 1 шанс выиграть, в 41-й. Ну, понятно, там форсированный выигрыш, в цейтноте, но тем не менее только 1 раз. То есть 16 партий и, в общем, игровой перевес на моей стороне, при том, что Карпов не допускает там грубых зевков, как бы, то есть, в общем, у него явно не хватает той пробивной мощи. То есть, да, и кроме того, он, мне кажется, чувствует себя уже не в своей тарелке. То есть как-то так вот. Почему матч продолжается? Каждый раз он думает, сколько можно на сцену выходить. 33-я партия в Миране, они приготовили, значит, как бы, подготовил план, Михальчишин, видимо, там порекомендовал с ферзь C2, E4. Я неожиданно сыграл E5. Там у меня был там контргамбит, не очень корректный. Вот. Карпов не готов был, быстренько ничья, как бы, значит, завершили партию. 34-я партия ничья. Карпов сам начинает играть ферзевый гамбит. Теперь он переходит на ферзевый гамбит полностью уже, значит, ничья. 35-я партия я применяю на E4. Он переходит на E4 теперь. Как интересно, такая перемена. Я сыграл раузер первый раз. Он сразу сворачивает партию. 36-я.
Я там придумал какую-то там идею там, в ферзевом гамбите. Потом оказалась некорректная идея, значит, и за доской я вижу опровержение. Вот, на самом деле там, в общем, позиция у белых была очень неприятная. И Карпов задумался надолго. Я там в ужасе, там в комнате отдыха, думаю, ну все, сейчас ферзь b8 сыграть. И он не делает хода, естественно. Вот это. То есть он как бы переходит в позицию без пешки. Объективно проигранная позиция совершенно у него. Но я не сумел добить. То есть 36-я партия ничья. 37-я партия он попытался что-то сделать, как бы там, улучшить. Но опять я контр новинку применил. И снова партия кончается быстро. 38-я ничья. 39-я ничья, то есть Карпов там, мы начинаем играть ферзевый гамбит с переменой цвета. То есть как бы один и другой начинаем играть. Но меня это опять устраивает. Я тяну время, потому что зато мы работаем, как бы команда моя сохраняется. Там, значит, там было так, там Дорфман уезжал на первую лигу, потом там, значит, как бы Тимощенко уезжал, да. Потом они возвращались. А как у меня в конце коллектив сохраняется. А у Карпова там народ, как бы он там же с таким... сборная СССР, там уезжают на Олимпиаду, возвращаются, турниры какие-то. Вот. И возникает такой феномен, как бы матч продолжается на бесконечность. Люди едут на турнир, возвращаются, там прошла шахматная Олимпиада, а продолжают играть они. Вот. 40-я партия. В 40-й партии Карпов неудачно разыгрывает дебют уже. Тоже ферзевый гамбит такой же. И совершенно выигранная позиция. Просто у меня лишняя пешка, подавляющая позиция. То есть, во-первых, ферзей сохрани. Я поменял ферзей. Зря, конечно, да. Значит, там у меня просто 3/3, проходная пешка D, просто сохранить ферзей там легко выиграл. И при ладья конь против ладьи коня 4/3 тоже легко выигран был. И я просто буквально в самом конце, перед контролем, я двигаю не ту пешку. Мне надо было аж пешку аж двигаю пешку уже. Но главное все равно, вот здесь не надо было записывать ход. Потому что я записал ход, и единственная защита была у Карпова. F5, который... он дома ее все находит, конечно. Вот. Но сделай ход на доске. Вот здесь этот ход точно надо было на доске сделать. Взятие, потому что там АЖ. Сделай ход на доске. Вот. Я решил записать, и потом дома смотрю с ужасом, что после F5 ничья, как бы, что вот сразу. В общем, Карпов спасся в этой партии. И в 41-м он предпринимает последнюю попытку такую, значит, выиграть. Значит, Е4 он снова ходит, они явно готовятся, значит, к Раузеру. Я, в общем, знаю, что там есть проблемы, это играть нельзя, как бы. Почему-то я не хочу играть в Швейнген, я решил, думаю, дай сыграю русскую с ним тоже. На самом деле, как получилось не так плохо. Я как вот творчески трактовал очень. Получается эндшпиль, там я без пешки, но элементарно ничья. У меня 2 слона против слона и коня. Ладьи поменяй просто. Вот. И дальше все очень просто. Кстати, сам Карпов потом после партии сказал, что же тут ладьи не поменял, просто ничья элементарная, потому что 2 слона, отдаленная пешка ничего не может сделать. Там все время угроза перехода в разноцвет. Я что-то начал делать странное, в общем, и чувствую, что вот на грани. Вот. И действительно Карпов мог выиграть в один ход. Вот 41-я партия, в один ход он там... Надо было не взять слона, а двинуть пешку. Потому что на самом деле как бы... Но он считал, что, видимо, он так выигрывает тоже. И я как-то перекрутился, и получается, значит, отложенная позиция, значит, эндшпиль 2/1, значит, ладья конь там. И интересно, что Карпов там пытается играть, и как-то эффект 15-й партии. И я упорно защищаюсь, и он в какой-то момент просто теряет интерес, как бы, и партия быстро заканчивается в ничью. То есть 41-я, 42-я еще ничья идет такая, как бы, тоже продолжение ферзевого гамбита того же, там Карпов уравнивает уверенно. Шахматисты играют, судьи судят, болельщики болеют. Пресс-центр кипит уже 6-й месяц. Стол номер 5. Спокойно, без рук. Трудно. Многие устали. И тем не менее разлетаются по всем континентам отсюда репортажи, снимки, интервью. Мир ждет окончания матча. В 43-й я наконец понимаю, что надо делать. Играю в Швейнген. Через Найдер. Карпов хуже получает позицию. Как бы я уже чуть лучше по дебюту вышел я, потому что там пытался раньше прорваться. И ничья, как бы я предлагаю ничью. В 44-й я перехожу к Е4 сам.
Теперь, значит, да, вот, во-первых, стало ясно, что он хочет играть против русской партии в 40-й, в 41-й, значит, да. И я теперь похожу на Е4, он играет испанку. Он уже готов играть, то есть он хочет играть. Мы играем Зайцева, у меня опять перевес, не могу держать, как бы, да. Но идет борьба уже настоящая. В 45-й Карпов, видимо, идея Геллера новая какая-то применяется, но он получил перевес, я довольно уверенно отбиваюсь. Что интересно, опять, у него вроде бы инициатива, там эндшпиль лучший, отбиваюсь без всяких хлопот. 46-я партия, снова Зайцев, снова там я, значит, получаю очень перспективную позицию. И я помню момент, я могу пожертвовать. Я вижу, что здесь вот есть... И тут я понимаю, счет 5-1. Страшно стало, да? Причем я вижу, что надо вот на что... Там действительно вот жертвенная атака, она должна привести к успеху. Я промедлил. Отложенная партия. Интересно, опять, можно было бороться, кстати, потому что позиция очень обоюдоострая была. Карпов соглашается на ничего. Мне тоже как бы он как бы не может по ходу перестроиться. То есть, если надо отбиваться было, как бы вот он отбивается. И, наконец, последняя, значит, 47-я партия, последняя партия в колонном зале. Причем до этого уже были перерывы, потому что там Устинов умер, там членов политбюро хоронят, поэтому перерывы там, значит, какие-то. И понятно, что от Карпова требуют закончить матч, потому что нельзя колонный зал держать бесконечно. Там, вот. И в 47-й партии Карпов должен выигрывать. Это последняя партия в колонном зале, он играет белыми. Вот. Он играет снова d4, я Миран решил играть, и он играет слон g5. Что я думаю, слон g5 сыграл. Ну, под вариантом Ботвинникова, наверное, готов, но пока я играю комбо d7. Вот Кембридж Спрингс, значит, да. И Карпов к этому явно не готов был. Вот. Он не идет на самые острые варианты, значит, вот как бы, то есть он играет CD, значит, да, вот, ну, потому что я с Смысловым играл. И я делаю ход, который ход второсортный, но белый должен жертвовать пешку. Ну, как бы, за инициативу. Я так белыми всегда играл. Карпов так не играет. Как бы, да. И видно, что он вот весь как бы перенапрягся, отдавать пешку он не хочет, он переходит в эндшпиль, поменяет ферзей. Эндшпиль равный, структура такая. Я ему предлагаю ничью. Просто там делаю ход А7, А5, предлагаю ничью. И он... видно, что ему хочется согласиться, но он не может, потому что он обязался как бы играть дальше. Матч закончить. Да, матч закончить. А я чувствую, что у него дискомфорт, что надо матч заканчивать, а позиция... И он начинает что-то двигаться пешками. И я понимаю, что, в общем, сейчас вот, возможно, вот он чувство опасности теряет. Вот, как бы. И он нам надвигается, а король остается в центре, а ферзя нет, но это все-таки еще миттельшпиль. И очень быстро я использую ослабление вот на ферзевом фланге. Там, значит, на самом деле, качественная партия очень была. Там прорываюсь там, на c5, начинаю атаку на короля просто в центре. И Карпов разваливается молниеносно. Просто вот молниеносно разваливается. 5-2, и, в общем, как бы и начинается уже новая часть этой истории, потому что вдруг выясняется, что соперники устали, и вообще, может быть, матч пора прекращать, потому что в колонном зале играть больше нельзя, значит, и начинается вот эта уже новая часть матча, завершающая часть, в которой шахмат будет мало, а около шахматных интриг будет много.